Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу с вами поделиться мастер-классом. Это я вяжу подарок одному человеку. И это будет набор, большая салфетка, вот такая вот, она уже связана. И 6 вот маленьких салфеточек для чая, такие под чашечку, под кофейную, под чайную. Вот такие. И так как салфетки, в принципе, узор именно самой салфетки, он связан обычными прибавками, столбиками с накидом, то не захотела я это все показывать. А салфеточка будет сама выглядеть вот так. Потому что сама красота, она будет по краю, а здесь, ну, как бы обычные столбики с накидом. Не захотела я никак украшать внутри, потому что вся красота должна быть вот именно снаружи. Здесь у нас открытые цветочки такие и вместе сочетаются с бутончиками. Вяжутся они очень легко и быстро. И захотела с вами поделиться вот таким вот мастер-классом. Понадобится нам, значит, один моточек серого. Если вы захотите связать такой комплект, то на этот комплект понадобится вот такой вот серый цвет. Значит, вязала я из Yarnart Baby Cotton. И такой вот зеленый цвет, зеленоватый. Зеленый цвет можно взять любой оттенок зеленого цвета. Затем розовый для цветов и не броский, для того, чтобы не сильно яркий был. Я взяла серый такой вот цвет и я даже не знаю, вот такой вот с зеленым отливом какой-то темно. Не могу вам сказать цвета. Ну, цвета вы можете тоже подобрать на саму салфеточку. Можно взять, можно сочетать с несколькими цветами, можно просто одним цветом вязать. Ну вот цвет передается на камеру, поэтому вы можете посмотреть и в принципе красиво. Но взяла опять же такие неяркие цвета, более приглушенные, потому что чтобы вся красота у нас была снаружи. Значит, саму схему салфеточки, маленькой, вернее, салфеточки и большой я прикреплю в ролике, где-нибудь в каком-нибудь уголочке я прикреплю саму схему. В принципе, она вяжется обычными прибавочками. Единственное, что в кольцо амигуруми мы набираем 12 столбиков с накидом. Ну и так по схеме 12 прибавок, через одну прибавку, через 2, через 3. В общем, всю схему я вам напишу. Если вам нравится такая салфеточка, и вы хотели бы со мной ее связать, то приглашаю на свой мастер-класс. Здесь я еще добавила как травка, вот не просто цветочки растут, а еще как бы кучерявая такая трава. В общем, очень красиво смотрится салфеточка. Думаю, вам понравится. Ну все, давайте начнем. Покажу вам, как я вяжу вот такую вот салфеточку. Итак, я беру серую пряжу. Крючок у меня 2,5. Забыла сказать, что крючком я буду вязать 2,5. И набираю я в кольцо амигуруми. Поднимаюсь на 2 воздушные петли. И начинаю вязать 12 столбиков с накидом. Я петельки не затягиваю, но и не сильно слабо вяжу. В колечко нам нужно связать 12 столбиков с накидом. Давайте провяжем. Итак, провязала я 12 столбиков с накидом, стянула уже колечко. И в первую петлю предыдущего ряда я, ввязывая хвостик,
делаю соединительный столбик. Дальше поднимаюсь на 2 воздушные петли. И в эту же петлю, ввязывая хвостик, я провязываю все 12 прибавочек. В каждую петлю 2 столбика с накидом. Хвостик ввязываем. В каждую петлю 2 столбика с накидом. И опять в эту же петлю провязываю. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика. Давайте провяжем. Итак, провязала я до конца ряда. Опять делаю соединительный столбик. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Ввязывая хвостик, поднимаюсь на 2 воздушные петли и продолжаем ввязывать хвостик. В эту же петлю я провязываю 1 столбик с накидом. В следующую петлю прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Повторяем так 12 раз. 1 столбик с накидом плюс прибавка. 1 столбик с накидом, в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Давайте провяжем. Итак, 3-й ряд я закончила, я обрезала уже ниточку. Мы будем 4-й ряд вязать, менять на зеленую пряжу. В общем, пусть она это будет у меня зеленая, оттенок, один из оттенков зеленого. Вот в 3-м ряду у нас получается 36 столбиков с накидом. И так как я меняю ниточку, я соединительный столбик делаю в первую петлю предыдущего ряда уже новой ниточкой. Подтягиваю хвостики. Хвостики я буду ввязывать. Поднимаюсь на 2 воздушные петли. В эту же петлю я провязываю столбик с накидом. И 4-й ряд мы будем с вами вязать так. 2 столбика с накидом. И в следующую прибавка 2 столбика с накидом в одну петлю. При этом хвостики ввязываем. Хвостики подтягиваем. Итак, 1 столбик с накидом, в следующую петлю 2 столбик с накидом и в следующую прибавка 2 столбика с накидом в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. В конце 4-го ряда будет 48 столбиков. Давайте провяжем. Итак, закончила я 4-й ряд. Тоже соединительный столбик я буду делать уже новой ниточкой. Обрезала уже зеленую. И соединительный столбик делаю в первую петлю предыдущего ряда. И делаю уже новой ниточкой. Хвостики прижимаю, делаю 2 воздушные петли. В эту же петлю я провязываю вместе с хвостиками столбик с накидом. И провязать надо еще 2 столбика с накидом. 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Следующую прибавка, то есть 6-й ряд, 5-й ряд, 5-й, 1, 2, 3, 4, 5-й ряд я провязываю 3 столбика с накидом плюс прибавка. Подтягиваем хвостики,
1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом и прибавка 2 столбика с накидом в одну петлю. Хвостики подтягиваем. Все так нужно провязать до конца ряда. В конце 5-го ряда будет 60 столбиков. Итак, закончила я 5-й ряд. Делаю соединительный столбик в первую петлю, вот в первую петлю предыдущего ряда. Все, и закрепляю ниточку. Вот такой вот получается кружочек, деталь. Теперь берем зеленую пряжу и будем вязать траву. Итак, берем пряжу, которой мы будем вязать траву. Опять же, оттенки могут быть абсолютно разные. Итак, начинаем вязать. Там, где мы закрепили, в последнюю петелечку, вот перед, я вставляю крючок за переднюю стеночку петли. И следующий ряд мы провязываем за переднюю стеночку петли, ввязывая вот эти 2 хвостика, делаю воздушную петлю. В этот же столбик я провязываю столбик без накида. Подтягиваю хвостик и набираю 2 воздушные петли. 1 и 2. Теперь в следующую петлю за переднюю стеночку петли, вот за переднюю стеночку петли, ввязывая хвостики, провязываю столбик без накида. Опять 2 воздушные петли, следующий столбик, захватывая хвостики, провязываем столбик без накида. Так как у нас здесь 2 воздушные петли, так как у нас в ряду 60 столбиков, то у нас должно получиться 60 столбиков без накида. Между ними 2 воздушные петли. Вот за переднюю стеночку, захватывая хвостики, провязываем 2 воздушные петли в следующую столбик без накида. Опять 2 воздушные петли, столбик без накида. Хвостики можно обрезать. И теперь за переднюю стеночку петли, ой, стоп, мы не провязали 2 воздушные петли. Дальше за переднюю стеночку столбик без накида, опять 2 воздушные петли, в следующую столбик без накида. И так мы должны провязать 60 раз. 60 столбиков без накида и между ними 2 воздушные петли. Давайте так провяжем, так по кругу до конца ряда. Итак, я закончила вязать траву. Вот у меня здесь последний столбик без накида сделала. И делаю соединительную петлю в первый столбик без накида, который у нас был в начале ряда. Делаю соединительный столбик. Все, травку мы провязали. Теперь переходим на заднюю стеночку петли. И вот там, где мы закончили, я начинаю вот снизу, подхватываю петельку и делаю, провязываю столбик без накида. Затем набираю 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, подгибаю, 1, 2 пропускаю, в третью провязываю столбик без накида.
Получается вот такая вот арочка. Опять набираю 1, 2, 3, 4, 5. Подгибаю траву. И вот смотрите, одну петлю пропускаю, вторую петлю пропускаю и в третью провязываю. У нас должно получиться 20 арочек таких. За заднюю стеночку петли теперь вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 воздушных петель. И теперь загибаем травку и считаем. 1, 2, вот. 1, 2 и в третью. Столбик без накида. И так нужно провязать до конца ряда. Подгибаем траву, провязываем 1, считаем 1, 2 и в третью. И так нужно провязать, вот такие вот арочки у нас получается. Так нужно провязать до конца ряда. Так, до конца ряда должно получиться 20 арок. Итак, провязала я вот начало, первая наша арочка, вот последняя арочка, вот последняя арочка и вот первая. Все, 20 арочек у меня получается по кругу. Покажу вам изнаночную сторону. Вот мои арочки получились. Вот такие арочки. И вот с лицевой стороны. Теперь, сделав последний столбик без накида, я нахожу первую арочку. Вот первая арочка. Ввожу в нее крючок и делаю, провязываю столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли. Делаю накид, провязываю столбик с накидом в арочку. Первый столбик с накидом, делаю воздушную петлю. Делаю накид, второй столбик с накидом, воздушная петля. Третий столбик с накидом, воздушная петля. Четвертый столбик с накидом. Провязав 4 столбика с накидом, набираю 2 воздушные петли и в арочку провязываю столбик без накида. Вот мы провязали первую арочку. Теперь вот вторая арочка. Во вторую арочку я провязываю точно так же. Вставляю в арочку столбик без накида, 2 воздушные петли, накид, 1 столбик с накидом провязываю, воздушная петля, второй столбик с накидом, воздушная петля, дальше третий столбик с накидом, воздушная петля, четвертый столбик с накидом, две воздушные петли и в арочку столбик без накида. Ой. Вот так вот мы должны провязать во все арочки. Вот. И так до конца ряда провязываем. Опять в эту арочку столбик без накида, 2 воздушные петли и так далее. Все, давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязала я следующий ряд. Вот такие вот листочки получились.
вот с обратной стороны. Я уже ниточку закрепила, сделала соединительный столбик. И вот такая вот салфеточка с изнаночной стороны. Покажу вам листочки. Вот, и с лицевой стороны. Все, теперь берем цвет нашего цветочка. Тоже вы выбираете самостоятельно. У меня это цвет розовый. Можно чередовать цвета, ну, то есть уже на вашу фантазию. И давайте свяжем с вами цветы. Итак, там, где мы закончили, хвостик будем ввязывать. Беру цвет наших цветочков и вставляю крючок в то место, где мы заканчивали с вами, делали соединительный столбик на зеленой пряже. И вывожу розовую. Делаю воздушную петлю. И ввязывая оба хвостика в эту же петлю, я провязываю столбик без накида. Все, хвостики вот так вот будем ввязывать. И переходим на лепесточек. Теперь смотрим внимательно. Вот у нас здесь арочки. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот в эти арочки мы будем провязывать с вами столбики. Вот раз, два, три, 4 и 5. И теперь вставляю розовую пряжу и ввожу в первый столбик, ввязывая хвостик, провязываю еще один столбик без накида. 2 воздушные петли. Делаю накид. В эту же арочку я провязываю 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, и сюда же 5. Вот мы в одну арочку провязали 5 столбиков с накидом. Теперь в первую петлю, в петлю первого ряда я вставляю крючок, одеваю петлю и вывожу ее через первый столбик. Делаю накид и ввожу уже во вторую арочку и провязываю сюда тоже 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4 и 5. Вот. Следующие 5 в одну арочку. Вставляю крючок вот в пятую петлю. Вернее, в первую петлю. Одеваю петелечку свободную, рабочую. И вывожу через вот эту петельку. Делаю накид. И в следующую арочку провязываю опять 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4
и 5. Вот мы провязали еще один лепесточек, можно сказать. Вот в первую петлю я ввожу крючок, одеваю рабочую нить и провязываю. И получается уже 3 лепесточка. Делаю накид. И вот в следующую арочку я провязываю опять 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Вот следующий лепесточек. В первую петлю я вставляю крючок, одеваю свободную петельку рабочую и вытягиваю ее через петлю. Вот у нас получилось уже 4 лепесточка. Делаю накид. И вот в последнюю опять же провязываем. Вот последнюю. Тоже 5 столбиков с накидом. Так, нужно подтянуть. Вот этот хвостик подтягиваем. И провязываем. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот еще один лепесточек у нас готов. Теперь вот в первую петлю я вставляю крючок, ввожу свободную петельку и вывожу. Все, провязали мы в 5 арочек. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5 лепесточков. Разворачиваю ее на внутреннюю часть. И у нас получается, здесь получается вот эти вот петельки, которые находятся между вот, ну я не знаю, как это назвать, между лепесточками, между бутончиками. Вот 1, 2, 3 и 4. Вот 4. И теперь я ввожу крючок вот в первое отверстие между первым и вторым лепесточком и вывожу, делаю соединительный столбик. Теперь делаю 1, 2, 3, разворачиваю и будем провязывать вот в эти вот между лепесточками, провязывать будем с вами столбики с накидом. Итак, вот открываем лепесточек, делаем накид, и я провязываю вот сюда, вот в это отверстие. Вот, накид, вот петельку ввожу и провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот 3 столбика с накидом. Теперь открываю следующее, делаю накид и в следующую петельку захватываю, провязываю 1, 2 и 3. В следующую, вот следующая, видите, петелька, делаю накид и провязываю в следующую. 1, 2
3. И вот еще одна. Вот еще одна. И сюда мы провязываем тоже 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Дальше вот берем наше начало, там где у нас мы провязывали начало лепесточка, и в первую петлю предыдущего ряда делаю соединительный столбик. Вот. Делаю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязав 5 воздушных петель, разворачиваю вязание на лицевую сторону. Вот моя лицевая сторона. Хвостики уже убираю. И вот между арочками у нас есть, вот мы провязывали столбик без накида. И я сюда провязываю столбик без накида. Ввожу сюда крючок и провязываю столбик без накида. Все, и наш первый цветочек готов. Итак, провязали первый цветочек. Теперь в следующую арочку мы будем провязывать бутончик. Переходим на следующую арочку. Вот в первую, вот первая арочка. Я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли. Делаю накид и провязываю сюда же еще один столбик без накида. Ой, столбик с накидом. Вот. В одну арочку мы провязали столбик без накида, 2 воздушные петли и 1 столбик с накидом. Теперь делаю накид. И в следующую арочку я провязываю 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Вот так. Теперь в следующую арочку делаю накид, и в следующую арочку я провязываю 2 столбика с накидом. 1 и 2. Вот так. Теперь делаю накид и в следующую провязываю 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Вот так. И вот в последнюю арочку я тоже провязываю 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Вот у нас получился вот такие вот лепесточки. В каждую арочку я по 2, в 5 арочек я сделала по 2 столбика с накидом. Теперь я вставляю крючок в первую петлю, одеваю свободную рабочую петельку и вывожу ее через первую петельку. Провязываю 1, 2, 3 воздушные петли и между вставляю крючок между арочками и провязываю столбик без накида. Все, теперь мы провязали и цветочек, и бутончик. Теперь продолжаем так вязать до конца ряда. Делаю, в следующую арочку мы будем вязать цветочек. В первую арочку я вставляю крючок, провязываю столбик без накида, 2 воздушные петли. И в эту же арочку я провязываю 5 столбиков с накидом. 1,
Раз, два, три, четыре и 5. В первую петлю вставляю крючок и вывожу петлю. Делаю накид и в следующую арочку провязываю 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Второй лепесточек. В первую петлю вставляю крючок и вывожу рабочую нить. 2 лепесточка готовы. Делаю накид. В следующую арочку я провязываю опять 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. В первую петлю вставляю крючок и вывожу рабочую нить. Опять делаю накид и опять провязываю следующую арку. Так, ниточку потеряли. Так, делаю накид и провязываю в следующую арочку 5 столбиков с накидом в одну арку. 3, 4 и 5. Вот. В первую петлю вставляю маркер и вывожу рабочую нить. Плохая скрутка в этого Yarnart Baby Cotton. Не очень мне нравится. Делаю опять накид, и вот в последнюю арочку я провязываю 5 столбиков с накидом в одну арочку. 2, 3, 4 и 5. Вот. И теперь в первую петлю я вставляю маркер, вывожу рабочую нить, и вот у нас получился вот такие вот лепесточки. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Между ними, вот, видите, между ними есть петельки. 1, 2, 3 и 4. Вот. И вот в эти петельки, мы будем с вами вязать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Итак, я разворачиваю наизнанку, вставляю в первую петельку между лепесточками. Итак, вставляем между лепесточком крючок, захватываем рабочую нить и вытягиваем через 2 петелечки. Теперь провязываю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь в каждую между лепесточками 1, 2, 3 и 4 мы будем провязывать по 3 столбика с накидом. Итак, в первый лепесточек, вот у нас отверстие, в первый лепесточек, вот продеваем в отверстие и провязываем 1, 2 и 3.
Вот, провязали между одним лепесточком, провязали. Теперь открываем следующие 2 лепесточка. Вот они. Делаю накид и одеваю вот в эту петельку между лепесточками. 1, 2 и 3. Вот провязали между вторыми лепесточками 3 столбика. Теперь открываем следующие. Делаю накид и в следующее отверстие петельку провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Теперь вот следующие лепесточки. Делаю накид и провязываю 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, и 3 столбик без накида. Все, теперь вот поднимаем вот эти лепесточки, которые мы провязали с вами. Вот эти лепесточки поднимаем. И теперь в первую петлю предыдущего ряда, вот, в первую петлю предыдущего ряда выводим соединительный столбик. Хоп. Все, провязали мы цветочек. Вот такой цветочек получается. Вот с изнаночной стороны вот так вот он выглядит. И с лицевой стороны вот так выглядит. Вот. Теперь провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И вот в первый столбик без накида провязываем столбик без накида. Все. Цветочек готов. Теперь следующий бутончик провязываем. Вот в это отверстие я провязываю в самой арочке. В самой арочке провязываем в первое отверстие столбик без накида, 2 воздушные петли, делаю накид и еще провязываю 1 столбик с накидом. Вот. Теперь следующую арочку, вот она. Делаю накид и вот следующую арочку я провязываю 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом. Вот. Теперь следующую арочку, вот она. 1 и сюда же 2. Вот следующую еще. 1 и еще раз. И вот в последнюю арочку провязываю 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Вот провязали мы 5 лепесточков. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляю в первую петлю предыдущего ряда. В первую петлю в первом лепесточке и вывожу вот бутончик, провязываю 1, 2, 3 и вот в следующий столбик без накида провязываю столбик без накида.
Все, бутончики готовы. Так нам нужно провязать полностью по кругу. Все, давайте так провяжем до конца ряда. Итак, довязала я салфеточку, подставочку для чашечки или для свечки какой-то. Вот такая вот получилась. У меня ниточки я все спрятала. Вот такая вот получилась подставочка. Точно так же мы вяжем и большую салфетку. Большую салфетку мы вяжем точно так же, как и маленькую. Единственное, что здесь будет больше, скажем так, ну, больше количества нужно вязать цветочков и травки. А так все то же самое. Начинаем вязать с зеленой травы и продолжаем. Размер салфетки выбираете сами.
Итак, я закончила вязаную салфеточку. Вот так она выглядит. Она очень кучерявая, красивая, так уложена. Вот, и можно ее уже дарить. Также я связала маленькие. Точно так же, по той же самой схеме, и большие, и маленькие. Размер самой основы не имеет значения. Самое главное, чтобы правильно распределяли количество арочек. Арочек должно быть равное количество, то есть четное. Потому как мы делаем один раскрытый цветочек, один в бутончике, то нужно иметь парное количество арочек. Ну все, надеюсь, вам понравилось. Это такой быстренький мастер-класс, но мне очень хотелось вам ее показать. Возможно, кому-то это понравится. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно с вами познакомиться и общаться.